Россия вышла на первое место, ну, слава богу, хоть где-то вышли на первое место. Даст еще Америке пропердолиться. Мы же, говорится, делали вид, что мы вам помогаем. Это такая разновидность харассмента. Как говорится, спарились и держимся. Все бурлит, булькает. Обнуление туристического потока. Где финны теперь? Нет финнов. Кризис — это не только проблемы. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет! Это обзор новостей на канале номер 1 про деньги и бизнес. И начинаем по традиции с хороших новостей, а закончим еще лучше. Поэтому дождитесь. В Калининградском зоопарке показали, как работает язык гигантского муравьеда Кайи. Видео опубликовано на странице учреждения ВКонтакте. Вот о чем они пишут. Спорим, вы никогда не видели, как работает язык муравьеда. Одно дело 100 раз прочитать, какой он длинный, а другое дело увидеть. 60 липких сантиметров. Вот такой язык. Многие бы, кстати, позавидовали бы, да? 160 раз в минуту. Ю. Он 160 раз в минуту совершает вот эти вот фрикции, а? Поэтому с помощью этого языка животное, да, муравьед, может добывать 30 тысяч насекомых в день. Охренеть! Действительно замечательная новость. Интересно, что добавит это знание про муравьеда в наши гребаные времена. Путин поручил изучить вопрос введения безвизового режима без учета принципа взаимности. Да, он должен затронуть иностранцев, приезжающих в Россию в туристических, деловых и других целях. Я скажу, что такое принцип взаимности. Ну, типа взаимности — это так. Иностранцы запретили выдавать визы россиянам, ну и Россия тоже автоматом, значит, запрещает. Это взаимность. Вот, ну, типа взаимность. Вас послали на и вы в ответочку послали, да? А без принципа взаимности — это когда так. Тебя посылают на а ты говоришь, а я не буду посылать. И еще Владимир Путин выдвинул несколько требований к правительству. Сейчас я зачитаю их, и мы вместе с вами посмотрим, как правительство справится с этим. Увеличить объем авиаперевозок с дружественными иностранными государствами. Так, возобновить действие по единой электронной визе, да, для граждан из стран дружественного списка. Увеличить сроки действия многократной туристической визы. Да. И по обеспечению в субъектах России безвизового въезда в страну и временного пребывания в стране в составе организованных групп иностранцев. Пассажирские круизные суда в целях организации круизов в российских водах. Сейчас такое правило только в Санкт-Петербурге. В общем, сейчас как? Если в Питер пришел круизный лайнер, если такие остались еще, то иностранец может тусоваться в Питере еще там 1-2 дня. Да? Ну, а значит, стало быть, кроме Санкт-Петербурга будут еще другие города. Может, Москва, еще какие-то города, и теоретически иностранные туристы смогут проехать. Хочу, однако, заметить, что поток иностранных туристов в Россию упал за последние 3 года на 95-97%. Да-да, вы не ослышались. Сперва была пандемия, потом короткий там период, когда ничего не успело восстановиться, вот теперь сами знаете что. Поэтому, ну, это фактически обнуление туристического потока, вот реально обнуление. И сейчас, вот, например, с января по июнь в Россию посетили только 81 тысяча иностранцев. Например, если сравнивать это с количеством туристов, россиян, посетивших Турцию, что измеряется миллионами, то 80 тысяч — это ничего. То есть туристический поток в России — 0. Туристы приносят с собой очень много денег. Доллары, евро, фунты, да, спрос на всякие товары, услуги. Поэтому где финны, которые раньше приезжали в Выборг и проводили там такие злачные 2-3 дня и на рогах возвращались потом в Хельсинки? Где финны теперь? Нет финнов. Более того, я слышал, что забор построят между Финляндией и Россией. Ну зачем все это? Зачем? Верните финнов, пускай приезжают, валюту привозят там, покупают русскую водку. В конце концов, русская водка стоит в России действительно дешевле, чем в Финляндии. В Финляндии там акцизы всякие и так далее. Поэтому я вообще ратую за то, что правительство Российской Федерации выполнило поручение Владимира Путина, да, и стало больше туристов. И буду держать вас в курсе, когда правительство Российской Федерации сможет выполнить поручение президента. Жители якутских сел взяли и пожаловались, что не могут принять участие в голосовании за подключение интернета. Так как это голосование проводилось в интернете. Вот смекалка русская, она всегда используется
не в том месте, где надо. Представляете, сделали интернет-голосование, а интернет не подключили, да, причем голосование было, надо ли подключать интернет, вот так. Как, знаете, в том анекдоте, говорит, научитесь плавать, воду нальем. Короче, Минцифры запустила тестовое голосование за проведение интернета в деревне и поселке с населением от 100 до 500 человек. Проголосовать можно на портале госуслуги или отправить письмо по почте. Однако в якутском селе Нижнеянск нет ни интернета, ни отделения почты. И что делать жителям? Ну, ждать у моря погоды, а вдруг какой-нибудь шаман ударит в бубен, и интернет все-таки появится. Да? Как обычно, на самом деле, ребята, мы так и живем, мы же богоспасаемая нация, я много раз об этом говорил. Что бы ни произошло, даже полная жопа, Бог все равно спасет. Жизнь всегда победит смерть неизвестным нам образом. Вот эта вот везуха, да, на которую, в общем говоря, счастливы россияне, она просто поражает. И я, на самом деле, этому очень рад. Немецкий производитель моего некогда очень любимого ликера Jägermeister официально приостановил его поставки в России. Дистрибьюторы уже уведомили рестораны о повышении цен. Что же будут делать любители Jägermeister? Такую бутылочку, бывало, распечатаешь после сытного ужина, так, потом еще одну, а потом просыпаешься где-нибудь, думаешь, нахер все это будет. Поэтому, ребят, с Jägermeister не убудет. Знаете, сколько в России таких всяких спиртных напитков? Настойки, на травах и так далее. Календула, ромашка и так далее. Поэтому ваш Jägermeister, оставьте его себе. В России своего пойла навалом. Я, кстати, против этого. Поэтому если какой-то вид или разновидность пойла теперь не будет завозиться в Россию, да и хрен бы с ним. Вот. Однако Минпромторг решил по-своему ответить на этот вызов от Jägermeister, да? И он взял и расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в них алкоголь. Jägermeister туда включил и Джонни Уокер, и Джим Бим, и Беллс, что-то, я не знаю, тут какие-то Джек Дэниелс, в общем, короче, все виды дорогущего алкоголя тоже включены, поэтому ребята дорогой алкоголь теперь будут везти через всякие duty-free порты и так далее. Я уверен, что алкоголь будет, и Jägermeister тоже будет, но таким сереньким завозом, наверное, по цене в 2-3 раза дороже, но будет. Кто, в общем-то, не собирается отказываться, у кого есть баблишки, ну, наверняка сможет купить этот Jägermeister. Поэтому не волнуйтесь. Илон Маск предложил ввести ежемесячную плату за галочку верификации в Твиттер. Пошли способы монетизации. Делай как Илон Маск, да, все монетизируй нахрен, понятно? Вы дождетесь, что скоро все заправки, которые построила Тесла в Америке, они вам будут втридорого заправлять ваш автомобиль электричеством, да? Это же электричество. Заплати заправку $1000, а куда ты денешься? Поэтому Илон Маск даст еще Америке пропердолиться. Ну и самое интересное, как Илон Маск объяснил вот эти вот новации в Твиттере. Он сказал, нынешняя система лордов и крестьян в Твиттер для тех, у кого есть или нет синей галочки, это чушь собачья, так он сказал. Власть народу. Синий значок за $8 в месяц всем, кто пожелает. Так написал Илон Маск. Раньше синяя галочка означала, ну, какой-то там privilege, то есть, ну, это известная персона, подтвержденная и так далее. А сейчас так, заплатил, имей синюю галочку. Конечно же, это полностью меняет расклад, но Илон Маск, в общем-то, великий затейник, поэтому можно его понять. Однако, вот, например, Стивен Кинг осудил, да, инициативу. Он так сказал, платить деньги за то, чтобы сохранить мою галочку, я не буду, лучше я уйду. Поэтому, возможно, Илон Маск своими инициативами, ну, таким образом растеряет известных людей с Твиттера. Ну и что, других найдет или создаст новых звезд. Многие из вас догадываются, что вот, например, у Илона Маска явно есть какая-то суперсила. Ну, раз он вот проявляется как такой супергерой. Так вот, я вам сейчас открою секрет. Суперсила есть у каждого человека, и каждый человек, да, зная, какая у него суперсила, может ею воспользоваться. Если ты хочешь проверить, каким даром наделен ты, которым ты был наделен от рождения, с помощью которого ты можешь благоустраивать свою жизнь, добиваться замыслов, наполнять свой кошелек баблом, то будь сейчас особо внимателен. Итак, какие 7 даров есть у человека от рождения? Наблюдатель, служитель, учитель, увещеватель, даватель, начальник и благотворитель. Вот эти 7 видов даров отгружены нам в избытке от рождения. Тебе остается лишь пройти по ссылке, узнать
себя по описанию, какой один из видов у тебя даров есть, может быть и два, может быть и три. Тот, кто знает, какой у него дар, только тот сможет воспользоваться этим даром для своих замыслов. Это очень важно, знать, какой у тебя дар. Поэтому прямо сейчас пройди по ссылке под этим видео, оставайся в телеграм-канале и жди моей инструкции. Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON объявил о начале продажи компании Wimpelcom, которая в России работает под брендом Beeline. Ну, короче, суть вопроса очень простая. Холдинг посмотрел, и очень дорого обходится владение российской компанией из Голландии. И потом надо взять российскую дочернюю компанию и продать ее кому-то из России. Понятно, что сделка это такая, да, с обратным выкупом и так далее. Ну, так делают, вообще говоря, многие, которые типа, мол, уходят из России и так далее. Ну, а как еще делать? И тут вот что интересно, да. Холдинг VEON, голландский, владеющий, значит, Wimpelcom, получил в начале 2022 года резкое обесценивание акций Wimpelcom. А после заявления о продаже вот, акции стали расти. Что это значит? Это означает, что инвесторы, спекулянты, банкиры и так далее, кто покупает акции, они положительно оценивают эту новость. А это значит что? Значит, сотовая связь будет, и вы сможете играть в ваши игры и иметь свое экранное время 12 часов и заниматься всякой херней на своих гаджетах. С чем вас и поздравляю. Шутка. Россия вышла на первое место, ну, слава богу, хоть где-то вышли на первое место. Давай посмотрим, где. На первое место среди экспортеров нефти в Индию, оставив позади Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидировавших в этой области. Вот так. Надолго ли? Я думаю, на 1 месяц. Арабы не отдают свое место просто так. Ну, не знаю, посмотрим. Давайте так. Хотя бы где-то первое место — это очень здорово. Ребят, надо всегда провокатировать свою петлю победителя. Если ты нигде не занимаешь первых мест, ты нигде не победитель, ничего, а постоянно какой-то вот, ну, таким образом можно словить вот эту вот петлю лузера. Поэтому каждому я рекомендую делать маленькие победы каждый день. Например, взял, сделал зарядку 5 минут. Фу, я молодец, 5 минут зарядку сделал, все, ты победитель, да? Это очень сильный способ повысить свою самооценку, раз, обрести хорошее настроение, 2, ну и реально повысить свою вероятность видеть вокруг возможности, а не постоянно гундосить, что все пропало. Посмотрите, какая сегодня матрешка. Обратили внимание? Ну вот. Теперь понимаете, я каждый вот свой выпуск, я делаю какое-то очень экстраординарное явление. Вот сейчас я вот весь выпуск буду вам говорить, ребят, кризис — это не только проблемы, это еще и возможности, потому что все бурлит, булькает, все можно сейчас менять. Поэтому меняйтесь сами, меняйте все вокруг, меняйте нахрен то, что вам не нравится. Ребята, используйте свое тело, ум и сердце так, чтобы вам нравилось, что с вами происходит. Ребята, в то время, когда некоторые иностранные компании уходят из России, хлопают дверью, так, перепродают акции менеджменту с возможностью выкупить обратно, да, турецкий производитель телевизоров Vestel может возобновить производство в России. Где-то там в 2016 году, когда у России были очень плохие отношения с Турцией, Vestel как раз пришлось уйти из России. А вот сейчас Vestel тут как тут. Как у того ослика, помните, входит и выходит. Кто-то входит, кто-то выходит. Это такие рыночные циклы. Но я напомню, все, кто вышел, потом вряд ли войдет, потому что булки будут сжаты, турки займут сейчас все место. Я так хочу сказать, что турки, конечно, очень большие бенефициары этого кризиса. Поэтому, ребят, те, кто выходит, знайте, что если вы сильно вышли, то потом можете не вернуться. Кто же вас ждет тогда? Поэтому, на самом деле, не спешите выходить. Как говорится, спарились и держимся друг к другу, руками, ногами, связали узлами и так далее. То есть сделали так, чтобы хрен выдерешь. Если уж выдрать, то только с мясом. ВЦИОМ изучил, что россияне стали в 3,5 раза чаще сомневаться в гороскопах. Давайте немножко по цифрам. Итак, совсем не верят в гороскопы почти 2/3 россиян, 60%. А вот доверяют звездным предсказаниям 15%. Каждый 4-й россиянин, то есть 25%, верит в возможность наводить порчу. Опа! В 2015 году их доля была в 2 раза выше, 48%. Вы представляете количество дурман травы, которое есть в России? Может, поэтому мы так плохо живем?
Это не научно, это как бы, гадание на кофейной гуще, знаете как? Вот так вот палец поднял и сказал. В принципе, вероятность совпадения, это как вот встретишь на Невском динозавра, когда идешь. Какая вероятность? Типа 50%. Либо встретишь, либо не встретишь. Вот так. Поэтому у меня к вам просьба, когда вы увидите человека, который подсел на эти гадания, из которого вымогают деньги, вытягивают, да, с понятным эффектом, да, помогите ему, вырвите его из этих лап. Это путь к тому, чтобы сосать у шарика. И если вы хотите заниматься этим делом и учить своих детей сосать у шарика, хорошо, но я не хочу. Дело в том, что вы подаете дурной пример моим детям, да, людям, которые не хотят, вас слишком много. Мы таким образом сильно обедняем наше общество. Вот мы таким образом размножаем нищету. Нищета — это когда ты не считаешь, сколько раз ты занимался невыгодным обменом своего жизненного времени по невыгодному курсу. Понятно? Нищета, не считаешь. Потому нищета, бедность и так далее так сильно, обильно окружает нас. Минтруд разработал новую версию закона о занятости. Планируется, что он вступит в силу в 2024 году. Тезисы этого проекта я сейчас скажу. Первое и самое важное — выплаты по безработице привяжут к индивидуальным планам содействия занятости. Что это значит по-русски, а вот не этим канцелярским языком? Это если вы обратились вот этот вот пункт занятости, да, и вам, как сокращенному по сокращению на каком-то заводе, предложили поехать санитаром в какое-то медицинское учреждение за 12 тысяч зарплаты, да, а вы не поехали, отказались, потому что зарплата маленькая, да, то это будет основание вам отказать в выплатах вот этих вот пособий. Оказывается, мы не поддержку оказываем этому человеку, да, а мы пытаемся его засунуть туда, куда никто не идет. И в результате так, государство говорит, мы же старались, мы же, говорится, делали вид, что мы вам помогаем, да, а люди тоже делают вид, что работают и так далее. И в результате у нас страна-то бедная, экономика наша малая именно от этого, потому что мы так относимся сами к себе, сами к своей стране. Что-то здесь точно не то и что-то требует изменений, это правда. Идем далее. ИП и самозанятые тоже получат право встать на биржу труда и получать пособие в случае чего. Что разумно, потому что иначе получается так, меры социальной защиты, которые худо-бедно есть какие-то в отношении людей, которые по трудовым договорам, да, их совершенно нет для людей ИП, самозанятых и так далее. Конечно, нужно наводить какой-то порядок и так далее. Но в первом пункте я сказал, наведение этого порядка вряд ли что-то даст, потому что, по сути, тут же, говорится, в одном месте лечим, в другом, не сильно добавляем. Я не скажу калечим, не сильно добавляем, поэтому пользы будет, наверное, все-таки немного. Поэтому, смотрите, если Минтруд, если правительство Российской Федерации, если мы, как люди, живущие в стране, допускаем, что у нас есть официальная зарплата санитаркой, и там девушки молоденькие за 6 тысяч, то не удивляйтесь потом, что у нас расцвет всякой и так далее. Не удивляйтесь. Дело в том, что все в наших руках. Как сделаем, так и будет. И мне не очень нравится то, как мы сейчас делаем. Это наше игнорирование простейших вопросов. Почему нельзя внедрить 100 тысяч минимальный размер оплаты труда? Почему регуляция труда в России должна обеспечивать достойную зарплату людям? Конечно же, есть много способов, и это один из них. Я предлагаю действовать в комплексе, не пытаться полагаться на один из способов, но каждый раз я заявляю следующее, о своей непримиримости к тому, чтобы игнорировать существенные факторы, которые могут привести нас к процветанию. Более 50% сотрудников компании считают, что романтические отношения между руководителями и подчиненными, вы понимаете, да, негативно сказываются на работе. При этом, если 47% респондентов негативно относятся к романтическим отношениям коллег в одинаковом статусе, то 63% негативно настроены, если между начальником и подчиненной что-то происходит. Эти все опросы, конечно, это все здорово. У меня очень большой 30-летний опыт наблюдений, как происходят отношения в компании. Любовные, романтические отношения, да, такие беспорядочные, этот хаос, сильно влияют на работу или могут повлиять. Поэтому
Когда отношения вот эти любовные, ну, которые, в общем-то, компания заметила, это возникает между коллегами в одинаковом статусе, мы просто разводим их в разные подразделения. Все, чтобы у них вот эти отношения там были, но чтобы они на деловые взаимодействия людей не оказывали или не могли оказать влияние. Вот. Дальше мы согреваем этих голубков любовью так, чтобы у них произошли там семья, детишки и так далее, чтобы все было хорошо. Совершенно другая ситуация обстоит с начальниками. Во-первых, возникновение романтических отношений между начальником и подчиненным очень часто это неравная позиция. Это вообще не по любви, а это какая-то там история. Это такая разновидность харассмента. Поэтому в контракте у руководителя черным по белому может быть записана такая фраза, что вот, ну, или в этическом кодексе компании, что если ты заводишь отношения, ну, такие, да, то ты знаешь, что это красная черта, и это немедленное увольнение. А ежели хочется, ну, очень, то перехочется. Понятно? Конечно же, очень важно, чтобы в компании не было токсичности, не было вот этих вот перекосов и так далее, ну, харассмента, буллинга и прочих вот этих вот, ну, проявлений вот этой вот эволюции, вот этой вот цивилизации. Ну, то есть это не то, что проблема. Если мы подмечаем и вовремя профилактируем это, все будет нормально. Я вам рассказал о моих способах профилактирования этого. Невзирая на это, регулярно появляются какие-то выкидыши, какие-то там пересечения красной линии. Ну, люди есть люди, как бы люди влюбляются, люди башню им сносят, и все бывает. Поэтому давайте вместе лучше размножать хорошее, и пусть плохому места не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.